Привет, Арми. В тот вечер в Сеуле не проходило никаких крупных мероприятий. Не было камер СМИ. Не было никаких официальных объявлений. Но простой ресторанчик под названием Ким Пик превратился в центр внимания в интернете. Все началось с самых обычных вещей. Ужин. Рамен из комплексного меню. Непринужденная беседа между друзьями. Пока одна тихая фраза не дала о себе знать неожиданно. Этот мужчина позади тебя такой красивый. Один рефлекс. Один взгляд назад. И вдруг мир словно остановился. Это лицо. Это поза. Аура, которая даже не нуждалась в представлении. Ким Тэ-хён. Ви. Не на концерте. Не на фан-встрече. Не на экране телефона. Он сидел всего в нескольких шагах от меня. Настоящий. Дышащий в одном пространстве. Они колебались, оглядываясь налево и направо, боясь вселить в них ложные надежды. Пока Тэ-хён не улыбнулся. Улыбка, которая не была фальшивой. Улыбка, слишком знакомая, чтобы ее отрицать. И тут уверенность полностью рухнула. Когда он встал, чтобы уйти, атмосфера стала нервной. Его руки дрожали. Его сердце забилось без предупреждения. Веоппа. Веоппа. Его имя прозвучало. Не один раз, а несколько раз. Голосом, смешанным со страхом и радостью. И Тэ-хён остановился. Он повернулся. Улыбнулся шире. Он вежливо поклонился. И помахал рукой. Небольшой жест. Но воздействие жестокое. Потому что этот момент нельзя было инсценировать. Никакого сценария. Никаких профессиональных камер. Просто человеческое общение. Слишком искреннее, чтобы подделать. Затем Тэ-хён вернулся в свой мир. Болтовня. Свободный смех. Он шутил с окружающими. С друзьями. С персоналом ресторана. С кем-то, кто сидел за тем же столиком. И вот тут все изменилось. Потому что Тэ-хён пришел не один. Он ел с кем-то. С кем-то, чья личность не была раскрыта. С кем-то, кого не удалось точно запечатлеть. Но этого было достаточно, чтобы заставить общественность задуматься. В Твиттере разгорелась бурная дискуссия. Собирались фрагменты истории. Пересматривались мелкие детали. Место за столом. Количество людей. Время происшествия. Привычки Тэ-хёна. И одно имя медленно, но верно захватило всю дискуссию. Чингук. Никакого подтверждения. Никаких четких фотографий. Никакого официального заявления. Но именно поэтому эта история разгорелась еще громче. Потому что дело было не в заявлениях. Дело было в возможностях. В кусочках, которые казались слишком правдоподобными. Тэ-хён улыбался всю ночь. Расслабленный. Теплый. Словно он был в безопасности. И публика гадала. С кем он сидел за этим столом? С кем этот смех был таким естественным? Это был просто обычный ужин? Или небольшой момент, случайно раскрывший что-то, что держалось в секрете? Одно можно сказать наверняка. Один простой ресторан заставил Твиттер потерять самообладание. И одна тихая ночь в Сеуле доказала одно. Не все важные моменты происходят на сцене. Некоторые происходят тихо. И именно поэтому они кажутся гораздо более реальными. И именно в этот момент имя Чингука больше нельзя было обойти стороной. Потому что для некоторых это было не просто «Тэ-хён ужинает». Речь шла о том, с кем он решил провести время.
Никаких четких фотографий лица. Никаких тегов. Никакого упоминания. Но именно это и заставило публику связать разрозненные факты воедино. Человек рядом с Тэхёном не кричал. Не искал внимания. Не пытался быть замеченным. И Арми прекрасно это знали. Это была слишком знакомая черта. Чингук всегда такой. Он приходит тихо. Он уходит тихо. Его присутствие ощущается, даже когда он невидим. Начинают выделяться мелкие детали. Его осанка. То, как он сидит. То, как он стоит. Слишком расслабленно. Слишком естественно. Слишком непринужденно для простого друга в общественном месте. И что действительно заставляет людей остановиться, так это вот что. Тэхён выглядит спокойным. Очень спокойным. Несдержанное выражение лица артиста. Не небрежная улыбка. А улыбка человека, который знает, что он в безопасности рядом с ним. Ужин прошел без спешки. Не было попыток торопиться. Не было никакой дистанции. Как будто внешний мир в тот вечер не имел значения. И публика задавалась вопросом. Если это был не Чингук, почему все казалось таким правильным? Потому что историю нельзя стереть. Привычки не возникают сами по себе. И близость не развивается за одну ночь. Тэхён и Чингук слишком долго известны, чтобы следовать одному и тому же шаблону. Появляться без объявления. Уходить без объяснения. Появляться в неожиданных местах. И всегда. В самые человечные моменты. Здесь нет никаких утверждений. Нет никаких навязанных выводов. Есть только один неоспоримый факт. Имя Чингука появляется не просто так. Оно появляется потому, что слишком много вещей кажутся знакомыми. И, возможно, именно поэтому один простой ужин может встряхнуть весь фандом. Потому что когда Тэхён выглядит счастливым, и рядом упоминают Чингука, люди не видят простого совпадения. Именно потому, что не было никаких визуальных доказательств, та ночь ощущалась еще сильнее. Потому что, если бы кто-то хотел спрятаться, он бы не выбрал людное место. А если бы кто-то чувствовал себя в безопасности, ему было бы все равно, увидит его или нет. И именно поэтому имя Чингука постоянно всплывало на поверхность. Не из-за слухов. Не из-за заблуждений. А из-за повторяющегося шаблона, который повторялся слишком часто, чтобы быть просто совпадением. Та ночь не дала ответов. Она ничего не подтвердила. Но именно поэтому она оставила неизгладимый след. О двух именах, которые всегда находят друг друга, даже когда мир не приглашает. О Чингуке, который всегда присутствует, не нуждаясь в том, чтобы его видели. И о Тэхёне, который кажется самим собой, когда находится рядом с определенным человеком. Ясно одно, один простой ресторан в Сеуле доказал одно. Некоторые отношения не нужно объявлять, чтобы они казались настоящими. И некоторые имена всегда будут всплывать, когда Тэхён так улыбается. Тот вечер ничего не говорил. Нет объяснений. Нет фотографий, на которые можно было бы опереться. Но именно в этом и заключается его сила. Потому что есть моменты, которые не нуждаются в объяснении, чтобы их почувствовать. Один небольшой ресторан. Один простой ужин. И два имени, которые всегда заставляют публику остановиться. Это совпадение. Или небольшой фрагмент истории, которая тихо разворачивается. Ответ может быть не сегодня. Возможно, не на этой неделе. Но одно можно сказать наверняка. Эта история еще не закончена. Если вы чувствуете то же самое, если вы тоже ощущаете эту атмосферу, вы не одиноки. Оставьте свои мысли в комментариях. Поставьте лайк, если вам кажется, что это слишком реально.
Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе. Потому что некоторые истории никогда по-настоящему не заканчиваются. Они просто ждут подходящего момента, чтобы снова почувствовать это.